Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же бумеранг получит предательница? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться ко мне на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ох, не отпустили вы еще прошлое, ребятушки. Помним, конечно же, что это общий расклад, но среди вас есть такие люди, которые еще живут прошлым. Причем это ностальгия. Ностальгия именно по каким-то вот хорошим моментам, когда все было хорошо, когда была любовь, дружба, да, когда, ну, дружба я имею в виду не с женщиной, а когда вот было настолько, знаете, вот тепло, уютно, когда были семейные такие дружеские посиделки. Вы это еще не отпустили. Любовь здесь еще теплится у некоторых из вас в сердечке. Особенно это касается тех, кто не очень давно разошелся. Я вам скажу, что вы как будто на какой-то период отгородились вообще от всех. Для вас, знаете, был такой момент, либо же у кого-то сейчас проигрывается. Вот довольно часто, я заметила, у нас начала 8 мечей выпадать в раскладах. Я думаю, вы тоже это заметили. Это момент, когда не хотелось никого ничего, да. Опять же, из-за разрыва, потому что сейчас я у вас не вижу рядом женщины, я не вижу, да, это была ваша вот любимая женщина, которую вы потеряли. То есть, либо сейчас, либо вы прошли уже такой момент, когда больше были домоседом, больше старались, знаете, побыть наедине с самим собой, подумать, поразмыслить. Вы такой человек, который привык вот как-то, знаете, делать работу над ошибками всегда. Вы такой мыслитель даже в чем-то. Вы можете даже самобичеванием заниматься, вы можете себя ругать. У вас есть такое качество, как самокритика. Вы можете с легкостью признаться, если вы не правы, да, вы можете извиниться. Поэтому вот в этой ситуации, которую вы пережили, вы самобичеванием какой-то период занимались, либо же сейчас кто-то занимается, потому что вы даже до конца не можете понять, почему так все произошло. А что произошло? Давайте-ка посмотрим. Вот что же между вами все-таки произошло? Любовь, конечно, была сумасшедшая, сумасшедшая. Деньги, деньги, деньги. Из-за денег появились другие мужчины, потому что хотелось денег все больше. То есть начались измены, начались какие-то, знаете, начались предпосылки того, что вот хочу быть королевой. Вот мне не хватает того, что ты мне даешь, да, вот начались какие-то претензии, и отсюда появились измены, начались, такие, знаете, шаги влево-вправо в направлении к более богатым мужчинам. И снова вот вы выпадаете императором, да, вот смотрите, как сложились вот 3 карты. Ну, это вообще трэш, это еще нужно так, это надо, я даже не знаю, как так звезды сошлись, да. Императрица, маг, император. То есть, смотрите, в вашей жизни то, что манипуляции, вот эта императрица, она манипулировала вами, а вы император снова выпали. Либо же эта императрица с помощью магии на вас воздействовала. Поэтому, я думаю, на некоторых из вас есть магическое воздействие, это 100%. Но это просто, вот эти 3 карты, да, вот, у меня нет слов, очень четко говорят о ситуации. Она вами манипулировала, она вами, знаете, вот как хотела, так крутила и вертела. Ребят, еще раз говорю, если кто чувствует, что на вас есть магическое воздействие, с вами что-то не то происходит, добро пожаловать на диагностику на наявность негатива. Телефон в описании есть, поэтому с этим нельзя тянуть, с этим нужно бороться и чиститься, потому что дальше будет только хуже.
Далее. Вы человек, который, знаете, у меня ощущение, что вы много чего повидали в жизни, я имею в виду, много где были. Это могут быть разные страны, да, может быть, вы побывали в разных странах. Это может быть, что вы, может быть, в командировке вот куда-то ездили за границу, да, ну то есть вам это нравится, вам нравится ездить, вам нравится получать много вот этих всех ощущений, да, впечатлений от того, что вы видите, много такой познавательности. Вы человек, который очень любит стабильность. Вы любите стабильность во всем. И это не только женщин касается, это и работы, и вообще всего. То есть вы не будете... Вы знаете, как есть бывает, допустим, люди, которые меняют, я не знаю, там, ну, либо же, ну, обувь, допустим, возьмем, да, самое такое примитивное. Вот каждый год новая пара обуви, потому что те мне уже надоели, они мне не понравились, там еще какие-то отмазки, да, нужно что-то новое, новое, да, либо же интерьер постоянно дома меняют. Вот вы любите стабильность, вплоть до того, что вы будете ходить в старых каких-то, я не знаю, там рваных, уже, может быть, поношенных кроссовках, да, ну я сейчас утрирую, конечно, при том, что у вас есть деньги на новые кроссовки, вы будете ходить в старых, потому что вы к ним привыкли, вам удобно, и вам по барабану кто и что скажет. Напишите в комментарии, есть такой момент или нет. Очень вы так, знаете, ко всему привыкаете, очень вы привязываетесь, именно прикипаете душой и телом, и к вещам, и к людям, ко всему. Это, кстати, говорит о том, что вы очень постоянный человек, потому что те, кто постоянно вот меняют, движуха какая-то на работе, меняют женщин, меняют постоянно интерьер, что-то меняют, это психологически говорит о том, что люди не постоянные. Вам же повезло в постоянстве. Так, что же еще у вас происходит? Вы очень такой довольно неплохой любовник, я вам скажу. Вы человек, который, знаете, вот даже взять ту же интимную сферу, вы прислушиваетесь, ну, когда у вас была женщина, да, берем те моменты, вы прислушиваетесь к ощущениям женщины, да, вы не будете проявлять никогда эгоизма даже в этом деле. Для вас важно вот доставить именно удовольствие человеку, а вы уже будете там где-то на вторых ролях. Когда женщине, ну вот берем тот период, когда у вас, допустим, вот, либо же у кого-то сейчас еще есть женщина, да, кто в отношениях, поскольку общий расклад, либо же когда у вас была, вам будет даже как-то не по себе некомфортно, когда вашей женщине плохо, когда она чем-то недовольна, да. Вы настолько такой эмпатичный человек, для вас важно чувствовать, что ваша женщина довольна и счастлива. Так было, так есть и так будет, потому что вы такой человек, вы не умеете по-другому. Вы живете для других, вы живете в первую очередь для других, да, а для себя уже потом на вторых ролях. Так, что еще? Вот знаете, сейчас, скорее всего, я не вижу каких-то таких экстраординарных перемен в вашей жизни, особенно вот за последнее время, может быть, у кого-то последние месяцы, у кого-то это последние годы. Вот как-то жизнь течет умеренно, течет как-то без каких-то ярких событий, без особых таких эмоций, да. Вот нет какого-то такого того же самого адреналина, всплеска эмоций. И особой радости я не вижу, и особой грусти. Хотя иногда, кстати, грустинка все-таки к вам приходит. Вот приходит грустинка, как раз она связана с личной жизнью, вот связана с тем, что ну, никак вы не можете устроить свою новую личную жизнь. Вот есть такой момент, когда вот вроде бы в душе и хочется, да, встретить новую женщину. Но когда вы знакомитесь, вы понимаете, что, ну, это все не то. Ну, вот я не могу. Вроде бы и человек хороший, да, не могу полюбить ее, влюбиться не могу, и все. И хоть стреляй ты. Есть такой момент. Напишите в комментариях.
Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад сегодня, которой прилетит бумеранг. Ну, конечно же, вот она предательница по дьяволу, вот она и пришла. Да, из-за этой женщины, смотрите, это пришла ваша предательница. Из-за нее вы остались один, из-за нее вот ваша жизнь пошла наперекосяк, вот как я сказала в начале, да. Как раз вот к этой женщине у некоторых из вас может быть тяга, вот так же, как я уже рассказала, да, вот ее вы, может быть, даже не можете никак выбросить и разлюбить. Это женщина, которая когда-то давала вам много эмоций позитивных, сейчас с ней больше связано, ну, скорее негативных эмоций. Хотя вот да, периодами ностальгия бывает, вот эти вот крупицы из прошлого, крупицы позитива вы пытаетесь вспомнить. Но уже такое ощущение, что она вот этим своим негативом, она как будто вот залила весь позитив, да, вот она это все перекрыла просто своими какими-то конфликтами, своими изменами, предательствами, враньем. Она это все перекрыла, все то хорошее, что когда-то было между вами. Эта женщина тоже довольно страстная, у вас с ней проигрывается, ну, скорее всего, довольно неплохой интим был, бурный, страстный, да, ключевое слово «был». Вот в этом, я думаю, в темпераменте вы с ней сходились. Она большая любительница плотских утех, назовем это так. И причем, и знаете, вот такое ощущение, что ей становилось все мало и мало. Вот ей хотелось каких-то новых эмоций, новых впечатлений, да, плюс новых и побольше денежек, да, вот новых кавалеров с деньгами. Она, знаете, как будто вот она стала более такая избалованная с вами. Вот вы ее избаловали своей заботой, своим вниманием, своей вот именно любовью, вы ее избаловали. Вот такой парадокс, да, вот казалось бы, вот когда любишь человека, тебе хочется все делать, да, кружить там 24/7, тебе хочется все безвозмездно отдать человеку, но когда это не ценится, да, и человек становится совершенно другим, не таким, как при первом знакомстве, допустим, не таким, как в начале отношений. Ну, это довольно сложно принять, да, и когда это переходит уже в измену, то это уже все, это уже все красные линии перешли. Итак, давайте посмотрим все-таки, какой же бумеранг она получит в своей жизни. В ее жизни начнется, либо же у кого-то уже началась черная полоса. У нее бумеранг только начинается. Она расплатится, причем этот бумеранг ударит, ну я бы сказала, даже не с двойной, а с тройной силой. Помимо того, что ей делали гадости, сейчас я уточню, кто, у нее в семье есть человек, это может быть родственник, сестра, там, ну, может быть, проиграться, это очень близкие какие-то подружки, которые делали ей какие-то магические пакости. Вот из зависти, да, вот из ревности, то есть у каждого по-своему проиграется, у кого-то порча может проиграться. На ней есть однозначно магическое воздействие, у нее была забрана удача. То есть ей самой нужно чиститься, поэтому то, что она вот делала, допустим, кому-то из вас, да, вот магичила, это бумерангом вернулось и ей. Причем вернулось от людей, от тех, которых она даже не ожидала, что такое. Я думаю, она даже не знает о том, что кто-то из близких ей это делает. Давайте вот спросим, знает ли она об этом. Нет, она не знает. Она думает, что все так хорошо и прекрасно. Просто у нее в окружении люди и в семье, там, может быть, друзья, приятели, подружки, они настолько такие хорошие актрисы, они настолько маскируются. Вот они, знаете, они друг друга стоят, они друг друга нашли. Вот так же, как она лицемерно относится к людям, точно так лицемерно относятся к ей, ее окружение, близкое причем окружение. И точно так они ей делают разные магические гадости. Это только начало. Далее, что еще?
Смотрите, у нее начнутся проблемы с деньгами. У нее вообще в жизни идут кардинальные перемены. Кардинальные перемены, причем вот она привыкшая жить красиво, да, она привыкшая жить красивой жизнью, скоро у нее этой жизни не будет, вот такой вот красивой, комфортной, да. Даже если сейчас она там вся в шоколаде, мармеладе, но скоро она будет жить в шоколаде, но только этот шоколад не так хорошо пахнет. У нее начнутся проблемы, даже может проиграться, опять же, ну, поскольку это общий расклад, да, у всех по-разному проиграется. Здесь могут быть проблемы по работе, вплоть до увольнения, либо же уменьшения зарплаты, может быть. Я не вижу, кстати, у нее ухажеров. Вот какие-то, ну, такие единичные жезлы. И почему-то, но я считаю, что это помоложе мальчики к ней клеятся. Ну, не мальчики, пусть молодые мужчины. Но это будут абсолютно единичные такие особи, которые, ну, знаете, вот реально хотят ее поматросить и бросить. У нее вообще как-то идет настолько черная полоса вот со всех сторон. Ей хочется просвета, ей самой уже некомфортно, потому что она не чувствует себя нужно любимой. Для нее очень важно, знаете, вот это даже внутренне как-то может быть. Это, кстати, может быть ее комплексом. Ей важно вот самоутверждаться за счет обеспеченных мужчин. Почему она и начала их еще искать? Потому что она внутренне считает себя, ну, в чем-то, ну, ущербной, так назовем, да, не очень люблю я это слово, но по-другому никак уж, простите. И за счет этих мужчин она самоутверждается, она считает, что вот на меня клюнули, да, обратили внимание обеспеченные, там, статусные, допустим, мужчины с большими деньгами, значит, я еще во всей красе, да, значит, я еще ничего, я таким мужчинам нравлюсь. И она за счет этого самоутверждается. Но вот как-то последнее время, ну, у кого-то, может быть, вот в ближайшее время, да, это как-то сойдет на нет. Вот мужчины такие вот обеспеченные, статусные, ну как-то исчезнут, либо же уже исчезли с ее поля зрения. Вот единичные какие-то, знаете, они у меня ассоциируются с мальчиками-студентами. Ну, понятно, что не студенты в прямом смысле слова будут интересоваться, а у кого-то, может быть, и в прямом. Просто мужчины помоложе будут интересоваться, и то, чтобы чисто использовать, поматросить и выбросить. Она это прекрасно видит, она это замечает, она начинает уже переживать по поводу этого всего. Вот раньше как-то у нее была жизнь поинтересней. Скорее всего, это ну, сразу после вашего, может быть, разрыва, да, какой-то еще период. Вот она тогда была больше, ну, в таком шоколаде. У нее были и мужчины, у нее были и отношения, да, у кого-то, может быть, даже гражданский брак был. Сейчас я этого не вижу, вот как-то реально все на нет сходит. Здесь и магия, здесь и финансы, здесь и личная жизнь. Давайте-ка сейчас уточним, потому что, похоже, здесь и по здоровью еще будут у нее проблемы. Ну, по здоровью здесь скорее будет тяжело именно такое вот нервно-психическое состояние. Здесь может быть, ну, реально, либо же неврозы, крышесносы такие, когда от вот этих вот всех жизненных таких неурядиц, когда реально едет крыша. Это может депрессия быть, да. Но опять же, у кого как проиграется, но у нее начинается реально, либо уже у кого-то началась реально черная полоса. Свой такой, знаете, свой бумеранг она получит. Она получит, причем вы, я думаю, с расклада поняли, что это будет довольно жесткий такой бумеранг. Это будет ситуация, когда... Это то, что я говорю, что обычно бумеранг прилетает, но уже в двухкратном, либо в трехкратном размере. Да? У кого-то может быть десятикратно. Поэтому прежде чем что-то сделать, либо же подумать о плохом, да, прежде чем что-то плохое сделать другому, 100 раз подумайте и не забывайте о бумеранге. Я знаю, что среди вас есть такие ребята, которые, ну, настолько обозлились на своих бывших, что готовы чуть ли не отомстить.
Я знаю, такие есть, я читаю ваши комментарии. Я вот сейчас к вам обращаюсь, ребят. Не нужно мараться, не нужно марать руки от таких вот женщин низких, от таких женщин падких, да. Это женщины, которые, знаете, они мизинца вашего не стоят, они не стоят ни ваших сил, ни ваших нервов, ни тем более того, чтобы вы из-за них еще какую-то обраточку себе получили. Не нужно никому мстить. Знаете, самая лучшая месть это будет доказать своим бывшим то, что вы счастливы без них. То, что у вас есть новая любимая женщина, что вам хорошо без них. Вы не пропали, вы не где-то под забором не валяетесь, да, там с бутылкой, либо же еще где-то. Понимаете? Потому что довольно часто женщины, вот когда разводятся, ну, в порыве такой злости, говорят мужчинам, да, кем ты там без меня станешь, да ты без меня пропадешь, да ты там чуть ли не подзаборный будешь. А вот докажите, что вы не пропали, да, вы там, допустим, занялись спортом, у вас все хорошо в личной жизни, вы путешествуете и так далее. Понятно, что это в меру возможностей каждого. Но вот просто докажите, что у вас все хорошо и без нее. Это будет самая лучшая месть. Ну и, конечно же, я вам желаю поскорее встретить ту единственную неповторимую, с которой вы будете по-настоящему счастливы, и никакая бывшая больше не сможет вас побеспокоить даже в мечтах и в мыслях. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!